эластичный способ закрытия резинок без иглы с накидами или метод Дженни. Резинка получается эластичная, принимает прежние размеры, хорошо держит форму. Такой способ подходит и для хлопка, и для полухлопка, которые плохо держат резинку. Край также получается аккуратной и эластичной. Этот способ подходит и для классического способа вязания, и для бабушкиного способа вязания. Убираем маркер начала ряда. Перед нами лицевая петля. Перед лицевой петлей делаем накид на спицу к себе и провязываем лицевую петлю. Провязанную лицевую петлю протягиваем через накид. И затем через предыдущую петлю, которая у нас была изнаночная в предыдущем ряду. Следующая петля изнаночная. Делаем накид перед изнаночной петлей от себя. И провязываем изнаночную петлю. Я вяжу классическими изнаночными петлями. Если вы вяжете бабушкиными петлями, провязываете изнаночную петлю бабушкину за заднюю стенку. Вот таким образом. Подхватываете слева направо сзади изнаночную петлю за заднюю стенку и провязываете. Изнаночной бабушкиной петлей. Провязанную изнаночную петлю протягиваем через накид и через предыдущую петлю на правой спице. Далее перед нами лицевая петля. И повторяем все то же самое. Перед лицевой петлей делаем накид на спицу к себе. Провязываем лицевую петлю. Протягиваем ее через накид. И через предыдущую петлю на спице. Далее перед нами изнаночная петля. Делаем накид на спицу от себя. Провязываем изнаночную петлю. Протягиваем ее через накид. И через предыдущую петлю на спице. И так повторяем до конца ряда. Старайтесь нить затягивать плотнее, чтобы край не получился расхлябанным. Надеюсь, это короткое видео вам понравилось. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. И делитесь им в соцсетях. Всем легких петелек, вяжите с удовольствием. До скорых встреч!